Алиса, стоп. Вечер... Вечер добрый. Дорогие программисты, слушатели, зрители. Снова с вами я, Егор. Меня зовут, я программист. Немного менеджер, немного предприниматель, немного даже инвестор. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Пытаюсь быть вам полезным. Надеюсь, качество видео достаточно неплохое, хотя YouTube пишет, что оно недостаточно хорошее. Но надеюсь, вы меня видите, а главное слышите. Ну давайте к вопросам. У нас всего 1 час, я буду стараться быть краток и содержателен. Некоторые вопросы буду пропускать по традиции, потому как либо они повторяются, либо сформулированы недостаточно качественно, либо я не знаю, что ответить. Так тоже бывает. Начнем с программирования. Как вы относитесь к классам без сайд-эффектов? То есть только методы, без полей. Отношусь плохо. У меня на эту тему в книге моей есть целый раздел, в котором сказано, что класс должен или объект должен что-то инкапсулировать. Если ему нечего инкапсулировать, то он ничьи интересы не представляет. Точнее, он представляет интересы сразу всех. Такой объект можно назвать Вселенная или мир, или все вокруг. Возможно, он может существовать, но только в единственном экземпляре и один на всю систему. В остальных случаях, если объект является представителем чего-то из внешнего мира, то он должен это что-то или ссылку на это что-то инкапсулировать. Так я понимаю объекты. Дальше. Столкнулся с проблемой, такой как именование классов. Не хватает существительных для именования. Поэтому приходится отступать от рекомендаций. Выдумывайте существительные. Представляйте ту территорию, на которой вы программируете, как новый дивный мир. Со своими хоббитами, со своими новыми животными, с новыми именами, новыми процессами. Сочиняйте, фантазируйте. Чем более ваш мир будет отличаться от других миров, чем более уникальным он будет, тем будет лучше. Не именуйте объекты user, контроллер, файл, лог. Это все имена заезженные. Они везде и всюду. И ваш проект ничем не будет отличаться от сотен других проектов. Это нехорошо. Многие скажут, может быть, это хорошо, да, если все единообразно. Каждый проект, куда ни глянь, там везде есть лог, там везде есть файл, там везде есть контроллер. Все вроде бы понятно. Или фронт-контроллер. Ну, это прячет дизайн решения в себя. Такая безликость и как бы универсальность в итоге делает ваш дизайн непонятным. Вы таким образом не можете сказать читателю, что же вы имели в виду и чем вы интересны для него. Старайтесь быть уникальны. В именах в первую очередь. А если вы будете уникальны, то существительных вам хватит. Попробуйте чат GPT. Я часто к нему обращаюсь, когда нужно придумать имя. Описывайте LLM-ке, что такое ваш объект, и просите вам предложить несколько имен. Вы увидите, какие интересные варианты будут предлагаться. Дальше. Какие вы можете дать советы для контрибьютора в open source? Ну, если совет должен привести вас к успеху, то выбирайте объекты, где уже успех есть. И вкладывайте свой код именно туда, где много звезд, где много людей участвует, где большое количество форков. Там вы будете в итоге замечены вместе со всем проектом. Он будет замечен, он уже замечен, и вы будете. Если же вы хотите получать удовольствие, то делайте как я. Пишите свои проекты. В них вы можете самореализоваться. Вы можете сделать что-то лучше, чем делают другие люди в других проектах. Мне это интереснее, чем уже подпевать кому-то, кто давно и заунывно свою мелодию тянет. Так, тут дальше вопрос про сравнение Python и PHP. Я ни на Python, ни на PHP не программирую, поэтому мне сложно будет сравнить два этих языка. Хотя я могу написать что-то на PHP, у меня даже сертификат есть от Zend, но это был PHP даже не 6, а PHP 5, и это было давно.
Так, спрашивают дальше, event sourcing — это хороший дизайн? То есть в базе данных хранятся только события, а потом в коде на основе событий можно собрать любое представление. Я не понял, о чем идет речь. Как это мы храним события, а потом собираем представление? Это что имеется в виду? Видимо, как-то вы попробуйте переформулировать. Дальше вопрос. Вы говорили, что лучше делать небольшие репы и сервисы. Вопрос дальше звучит так. Как вы управляете ими? Рефакторинг, запуск, мониторинг, когда их количество начинает расти, и в голове уже трудно оперировать ими. Но вы не должны оперировать сразу всеми. В этом же и суть такого подхода, чтобы снизить объем информации, который мы удерживаем в голове. Когда у вас один большой репозиторий, монорепозиторий, то вы должны помнить обо всем, что в нем происходит. Мы выбираем часть такого репозитория и делаем из нее небольшой микропакет. И забываем о нем. Это же очень важно в конце. Забыть о нем, забыть о том, как он реализован, забыть о том, как он работает, затем забыть о том, как он тестируется. Это становится совершенно отдельным, независимым пакетом, к которому мы больше не обращаемся. Мы просто его используем, как любой другой open source продукт. Если вам приходится помнить обо всем, что вы создали, то вы, видимо, не сильно-то и отошли от монорепозитория. У вас был монорепозиторий, и вы его просто разрезали на части, но они по-прежнему тесно интегрированы, они по-прежнему друг друга вызывают. Вы таким образом задачу не решили. Необходима изоляция, необходимо дистанцироваться от микропакетов и делать их open source, конечно. Так, дальше Эдуард спрашивает. Вы сторонник оплаты по результату? Да, все так и есть. Только по результату. И дальше вопрос. Пробовали ли вы ввести Reward by Result в своей компании? Как оно вышло? Вы бы сами смогли в Zerocracy заработать больше своей зарплаты? Я пробовал ввести в разных компаниях оплату за результаты, в том числе в той компании, где я работаю, в Huawei, это большая корпорация, и я много раз предлагал эту концепцию и менеджменту, но это вызывает исключительно улыбки, даже всерьез не рассматривается. Потому что, тут масса причин, да, почему люди не хотят работать за результаты, не хотят получать деньги за результат. На поверхности, безусловно, всегда лежит объяснение, которое звучит так. Не все можно измерить цифрами. Не любой наш вклад, не любую работу можно измерить и потом объективно за нее заплатить. Есть вещи, которые мы делаем, вкладывая очень много усилий, но ни к чему измеримому наш труд не приводит. Поэтому как же вы будете платить? Я ходил всю неделю на работу. Да, я не написал ни одной строчки кода, но я же не бездельник, я же был в офисе, я работал, я разговаривал с людьми, я думал, я изучал, я был на встречах, я ходил на митинги, я организовывал митинги. Это что все? Вы не будете мне за это платить? Тогда я больше не приду к вам. Вот на поверхности лежит такое объяснение, я его слышу чаще других. Это самый главный контраргумент против модели оплаты за результат. Но если копнуть глубже, то мы понимаем, что в глубине сопротивления находится проблема, которую бы я описал так. Человек естественным образом старается бороться с теми препятствиями, с которыми бороться проще. Там, где можно меньшими усилиями победить и заработать, туда человек и будет двигаться. Когда сотрудник внутри офиса сидит и думает о получении зарплаты, то у него есть два варианта преодоления препятствий. Первое – это борьба с внешней угрозой. Это нерешаемая техническая проблема, необходимость программирования чего-то, необходимость продажи своего продукта внешнему рынку, необходимость конкуренции с конкурентами, борьбы с ними. То есть выход за границы компании, за границы офисного пространства и решение внешних проблем. То есть внешний враг, с которым нужно бороться. Победив внешнего врага, можно получить результат. Например, внешним врагом является алгоритм, который реализован фирмой Microsoft, а нами не реализован. Иди и реализовывай.
Иди программируй, борись, докажи, что ты сможешь победить Microsoft. Это задача первой категории. И есть второй враг, второе препятствие, с которым тоже можно бороться. Это менеджер, это внутреннее сопротивление. Менеджер, отдел кадров, отдел оплаты труда, всевозможные руководители, владельцы предприятия, трудовые всевозможные кодексы и законодательства. То есть вещи, которые вам платят деньги. Вы можете либо пойти победить Microsoft, и тогда вы получите деньги, потому что будет понятно, что вы победили, и заработаете деньги на внешнем круге, и компания заработает вместе с вами, и с вами, конечно, поделится. Либо вы можете пойти к HR и доказать своему HR или своему боссу, что вы работали. И он вам тоже даст те же деньги. Можно пойти по одному из этих двух путей. Либо бороться снаружи, либо бороться внутри. То есть кого-то подсидеть, кого-то обмануть, с кем-то договориться, кого-то убедить в том, что ваша зарплата должна быть не 100 тысяч в месяц, а 120. Не Microsoft будем доказывать, что у нас алгоритм лучше, а менеджеру внутри докажем, что не 100 тысяч я стою, а 120. Что легче сделать? Какую задачу решить легче? Конечно же, вторая задача решается проще, меньшими усилиями. И когда вы приходите к сотруднику и говорите, теперь я буду вам платить только за решение задачи первой категории, то есть за эффективные pull-реквесты и за правильный технический вклад, то он вам говорит, он с вами начинает бороться. Он начинает вас убеждать. Нет, я не только этим занимаюсь. То есть он понимает, что тот враг, который вы ему предлагаете для борьбы, он сложнее, чем вы лично. И он вас проще убедит, чем будет идти и воевать с Microsoft. И он начинает вас убеждать, он начинает рассказывать всевозможные истории о том, какой он замечательный, какой он прекрасный, без решения первой проблемы. Я и не побеждая Microsoft замечательный. Я же в офисе, я же был на митингах, я же тут, я же работал. Это главный довод. Я же работал, и плати мне теперь. И вы идете на поводу. Вы не можете... он вас побеждает, потому что они еще объединяются в коллективы. Вы приходите в коллектив, их там сидит 10 человек. И вы говорите, ребята, теперь я вам буду платить только если вы победите Microsoft. А их 10, а вы один. И они все вдесятером говорят вам, нет, мы сейчас будем с вами воевать. Microsoft подождет. Сейчас мы тебе, владельцу денег, докажем, что ты должен нам платить. И у них получится это сделать, потому что они профсоюз, они коалиция, они все вместе сплочены вокруг единой задачи. Задача их звучит так. Сделать все, чтобы ничего не делать. Сделать максимум, чтобы с Microsoft не воевать. И дальше крайне сложно. Много таких людей. Очень нужна большая воля административная, чтобы развернуть весь коллектив, который у вас в подчинении, на борьбу с внешними сопротивлениями. Против будет 90% человек. И они будут использовать всю индустрию для доказательства вам, что они правы. Они будут рассказывать, что почитайте книги, почитайте. Вот я сейчас читаю книгу, называется, мне порекомендовали, кто-то из вас порекомендовал в моем телеграм-канале почитать Punished by Rewards, то есть наказание поощрением. Книга посвящена, я прочитал пока 30%, но книга рассказывает о том, американская, что поощряя людей и наказывая людей за их действия, за их результат, за их труд, мы таким образом снижаем их производительность, мы их демотивируем и так далее. Книга, я с ней категорически не согласен, просто я пока не готов дать такую взвешенную оценку, я хочу дочитать до конца, но предварительно моя оценка такова, что они рассказывают какую-то весьма странную картину мира, предлагают нам, в которой они так говорят, если ты человеку поставишь дедлайн, ты его демотивируешь. Если ты человеку предложишь деньги за результат, ты его демотивируешь. Если ты человеку предложишь соревноваться с другим человеком, ты его демотивируешь. То есть в любое давление, любые ограничительные меры, которые можно вокруг человека создать, любой менеджмент, любая попытка какого-либо насилия над человеком, его тут же демотивирует. То есть они считают так, я так понимаю, не дочитав еще книгу, что человека нужно оставить полностью в покое.
И он каким-то магическим образом, будучи ведомым исключительно внутренними мотивами, создать что-то прекрасное, такой некий Ван Гог, его можно не кормить, а он все равно будет писать. И вот они думают, что можно из Ван Гогов собрать организацию размером в несколько тысяч человек. И каждый из этих людей, из этих тысяч рабов, они будут, каждый из них Ван Гогом. И каждый будет мечтать о том, чтобы сделать что-то приятное, полезное, нужное для корпорации. Ну, какая-то не просто утопия, а весьма странная картина. Странно, что... И это все подкрепляется исследованиями. Они показывают, смотрите, мы берем группу 10 детей и всем говорим, что они за то, что они нарисуют ежика, получат конфетку. Берем другую группу 10 детей и говорим им просто: нарисуйте ежиков. Так вот, оказывается, что те, которые во второй группе, рисуют ежиков быстрее и качественнее, чем те, которые рисовали ежиков за конфетку. Вот, пожалуйста, исследование. И поскольку это так, то вывод делается, ну тогда не нужно и людей мотивировать, не нужно им и бонусы назначать, не нужно их вообще контролировать. Они сами каким-то магическим образом нарисуют ежиков. Ну, это так не будет происходить, естественно, это совершенно в моем мире так не работает. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, вы спрашиваете, можно ли внедрить оплату за результат. Можно, только если у вас есть огромный административный ресурс для этого. Вы владелец корпорации, и вы абсолютно детерминированы в своем желании направить усилия всех своих сотрудников на борьбу с внешним врагом, а не грызню между собой. Но таких сил у вас, скорее всего, не будет. И главное, что эта грызня между собой и борьба с внутренними врагами, она в современном менеджменте признается просто неизбежный такой cost of doing business. То есть это то, что мы должны платить. Да, это так. Такое у нас КПД. Для того, чтобы наша группа из 1000 человек ехала вперед, 800 из них должны быть лентяями, бездельниками, друг с другом, только вот кусающие друг друга и не занимающимися борьбой с Microsoft. А 200 человек, то есть 20%, а то и, может быть, в современных организациях и 5%, вот они будут вести бизнес вперед. Но это считается окей. Типа по-другому невозможно. Как будто бы это такой некий state of the art современного менеджмента. Вот мы должны иметь огромный объем балласта на борту. И без него корабль плыть не может. Мы его не можем сбросить, потому что этот балласт очень эффективно сопротивляющийся тому, чтобы его сбросили. Вот такую мы картину пока имеем. Но с этим хотим бороться. И Zerocracy ставит себе как цель борьбу именно с этой ситуацией. Сделать так, чтобы балласт был сброшен, чтобы людям платили за результат. И они занимались только борьбой с внешним врагом. То есть только борьбой с условным Microsoft, борьбой с рынком, борьбой с низким качеством программ, с борьбой с неэффективными алгоритмами и так далее. А внутренний враг просто исчез. Просто ему не нужно, человеку больше, программисту, заниматься убеждением HR в том, что я же работал. Мы знаем, работал ты или нет. У нас цифры есть, у нас дэшборд есть. Мы его открываем и смотрим, работал ты или нет. Не нужно убеждать. Ну и, естественно, 80% героев труда, они будут исключены из процесса и пойдут подметать улицы. Вот они этого пока не хотят делать. Дальше вопрос. У каждого человека с рождения разный заряд энергии, поэтому одни добиваются, а вторые нет. Вопросительный знак. Да нет, не думаю я, что у кого-то заряд энергии. Безусловно, есть, конечно, люди более энергичные от рождения. Возьмите ребенка, ему 3 месяца. Один из них лежит и плачет, а второй бьет ногами по кровати и пытается встать и укусить кого-нибудь. Безусловно, они разные, как разные котята, разные щенки, они ведут себя по-разному. Один агрессивный, другой пассивный. Но я все-таки считаю, что общество приносит человеку успех, а не сам человек его добивается. Мы социальные существа, и успех наш – это результат социума, это не результат индивидуальной борьбы. Это стечение социальных обстоятельств, группы людей, мощные групповые процессы так или иначе выталкивают, как нам кажется, индивидуумов на передовые позиции. Но это не потому, что эти индивидуумы, вот они в 1000 раз мощнее или в 1000 раз энергичнее, чем другие. В 2 раза да. Один ребенок чуть поэнергичнее, другой чуть поплаксивее. Но это 1, 2, 3, вот в такие масштабы, в такой масштабе разницы.
Но считать, что условный Илон Маск, он в десятки тысяч раз был бодрее, когда родился, чем обычный ребенок, нет, он не был бодрее в десятки тысяч раз. Так. Так, тут вопрос про Java. У нас есть два Java стула. На одном нет статик, immutability, нет геттеров, композиция, а на другом Spring со статическими утилитами. На какой сам сядешь? Ну, на какой вы сами понимаете, на какой. Так, дальше. Тут спрашивают про Mac. Про Mac мы уже говорили. Я целиком и полностью за компьютеры Apple пока. Хотя сегодня слышал такой слух, что вроде бы существует какой-то Сбербук. Я могу ошибаться, но такую мне донесли информацию. Компьютер, ноутбук от Сбера, который будет с Linux внутри. Если такая штука появится, я первый ее куплю. Потому что там будет встроенный внутрь Linux уже от производителя. Именно в этом фишка Apple. Именно поэтому я покупаю компьютеры Apple. Потому что Apple мне дает Unix вместе с более-менее качественным оборудованием. Я имею в виду клавиатуру, экран, там, корпус. Если то же самое будет с Linux, а не с FreeBSD, как это в случае с Apple, там разновидность FreeBSD, то это будет замечательно, супер. Это даже лучше будет, чем Apple. Так что если Сбер идет в этом направлении, я полностью поддержу и буду первым же адептом такого решения. И наверняка оно еще и будет дешевле, и наверняка оно будет качественнее. Покупаешь Apple, на нем все утилиты командной строки, типа grep, типа find, они же все старые FreeBSD-шные. Приходится ставить гнушные утилиты через Homebrew, это все дополнительные настройки, проблемы и все остальное. Потому что они, сами понимаете почему, потому что Apple коммерческий продукт, они не могут использовать гнушные утилиты, они GPL-евские, поэтому приходится их накатывать вот так вручную. Если у нас будет Linux, то там все будет из коробки. Хотя я не знаю, может быть, там такие же ограничения будут, да, если подумать, все равно это же коммерческий продукт, сам этот бук. Ну, поглядим. Дальше вопрос. Нужны ли процедуры ассессмента в компании для того, чтобы повысить свой тайтл? Есть ли какие-то альтернативы этому, по-вашему? Да, безусловно, должен быть ассессмент. Безусловно, должен быть ассессмент. Вопрос просто в том, как именно будет происходить ассессмент. Что мы будем ассессить, что мы будем анализировать. В стандартном варианте анализируется набор субъективных оценок. Сам сотрудник написал что-то, какой он герой, как он работал. Ну и может быть что-то он достиг, да, во внешнем контуре, какую Microsoft он победил, может быть. Но в основном люди пишут о том, как они работали, какой объем работы они сделали. Не объем результата достигнутого, а объем работы. Потом дальше смотрим, обращаем внимание на мнение окружающих, что про него думают коллеги, что про него думают менеджмент, что про него думают его подчиненные. И суммарно все это мнение собирается, и получается некая цифра, некая оценка. Это наименее эффективная процедура. Нельзя сказать, что она совершенно неэффективная. Она, безусловно, учитывает ряд факторов. И можно как-то более-менее людей отранжировать. Если мы соберем группу из 100 человек, то, наверное, те, кто попадут в первые 10 по такой системе, они, наверное, нужны для компании. Их, наверное, стоит поощрить, чтобы не потерять их как персонал. Но приводит ли такая система к заинтересованности среди людей, к интересу к работе, к мотивации? Тут я не уверен. Кажется мне, что наоборот. Потому что ты понимаешь, что очень многое в такой системе оценки зависит от этих самых софт-скиллов и от политической борьбы, и от заинтересованности в тебе окружающих. То есть такая система, она поощряет грызню внутри коллектива, а не борьбу коллектива с внешним врагом, как я вам рассказал выше. Для того, чтобы коллектив хотел бороться с Microsoft, а не друг с другом, нужно поставить ему правильные метрики. Нужно сказать ему, что нам все равно, как вы здесь друг к другу относитесь. Мы даже спрашивать не будем коллег о том, как они про вас, что они о вас думают. Как делается в классическом 360 градусов ревью, знаете, такой. Когда мы всех опросим, и каждый скажет, что он о вас думает. Да какая разница, что они думают? Вы Microsoft спросите, что они обо мне думают.
Вы на рынок выйдете и посмотрите, сколько я там сделал, сколько я принес компании прибыли, как много внешних проблем я решил. Как много врагов я убил, скажем так. Зачем смотреть на то, как я делал массаж воину из соседней когорты? Да, конечно, этот воин скажет, что я молодец, а я скажу, что он молодец. Мы массаж друг другу делаем каждый день. Но в битве мы не участвуем, потому что мы трусы, и он, и я. Но по ассессменту мы окажемся лучшими, потому что мы друг друга, безусловно, залайкаем. А нужно считать врагов, которых вы убили на поле боя. Дальше. Что бы вы делали, если бы у вас было бесконечное количество денег? Чем бы вы занимались? Думаю, делал бы вот то, что я рассказал. Делал бы революцию в области менеджмента. Пытался бы дать деньги программистам за их вклад в проекты, в open source в том числе. Не обязательно в open source. Я бы давал, может быть, гранты стартапам, которые бы приходили ко мне, я бы выделял им гранты, не знаю, 10, 20, 100 тысяч долларов, с условием, что эти гранты будут потрачены на программистов через систему Zerocracy, то есть через систему оплаты за результат. Стартап приходит, берет инвестиции, но он не может эти инвестиции потратить опять же на найм этой вот толпы ничего не делающих «я сегодня работал» сотрудников. А может только потратить на кодеров, которые вообще ему не подчиняются, сидят удаленно, работают из разных стран, но программируют и за это получают. И таким образом можно было бы рынок сдвинуть с мертвой точки. Можно было бы показать стартапам, что они могут работать с таким коллективом, и такие коллективы более эффективны. Если стартап-фаундер, у него один человек, он сам фаундер, у него еще, может быть, один технический кофаундер. И дальше 100 человек фрилансеров, каждый из которых работает строго на результат. Это же мечта. Но чтобы к этому прийти, нужно им это показать, что так может быть, так может работать. Так, тут спрашивают про презентации. Сколько нужно тратить времени на подготовку презентации, сколько прогонов делать. Ну, мой опыт показывает, что прогоны помогают. И чем больше раз вы прочитаете свой текст и свою мысль, тем лучше будет. Не всегда на это есть время и не всегда это приятно. Я, например, не люблю делать прогоны, не люблю повторяться, потому что, сказав одну и ту же мысль несколько раз, она для меня перестает быть интересной. Для меня лично. У меня появляется ощущение, что уже все ее поняли. Я ее перед зеркалом рассказал, но мне кажется, в моем подсознании, что и аудитория ее тоже уже услышала. И поэтому повторять ее со сцены мне некомфортно. Такая у меня есть проблема. Поэтому я стараюсь не по-английски это over rehearsal, чтобы не произошел. То есть, чтобы я не сделал слишком много этих выступлений перед зеркалом. Пытаюсь опираться на экспромт. Экспромтом выступать. Но тренировки, они сильно помогают. Помогают, и я вам рекомендую это делать. Так, здесь вопрос не понял. Так, про искусственный интеллект уже говорили много раз. Спрашивают, как можно отмечаться в публикациях? Нужно ли указывать именно организацию или достаточно личной почты? Ну, я использую всегда личную почту, потому что организация сегодня у вас одна, завтра другая, вы поменяете ее. Лучше, если у вас будет одна личная почта на всю жизнь, и вы везде будете использовать эту почту, а не почту организации. Даже если вы работаете в организации, я бы рекомендовал всегда с личной почтой везде представляться. Так, дальше вопрос. Какие у вас жизненные цели? Является ли труд целью? Цель и смысл жизни – одно ли это и то же? Жизненные цели. Жизненную цель я свою озвучил вот 5 минут назад. Я сказал, что хотелось бы, чтобы тот формат менеджмента, который сейчас существует повсеместно во всех странах, во всех индустриях, и в том числе в нашей индустрии, чтобы он сменился на более рациональный формат. Такое ощущение, что мы как в каменном веке находимся, в средневековье, в менеджмент средневековья, в котором мы управляем людьми как 500 лет назад. А можно по-другому. Хочется сделать это, пускай не революцию, но эволюцию менеджмента.
Это вот моя такая жизненная цель. Является ли труд целью? Нет, труд является удовольствием. Вот я вам так скажу. Для меня это удовольствие. И если бы я бы себя не подгонял регулярно к переориентации на цель, то я бы просто занимался бы трудом без цели. Просто бы трудился. Например, кодил или что-нибудь еще делал такое, что мне нравится. Но, к сожалению, или к счастью, или к сожалению, такой формат жизни, он не приносит максимального результата. Потому что окружающее меня пространство не поощряет людей труда, не поощряет тех, кто просто хочет трудиться. Эти люди находятся на самом низу социальной лестницы. Просто трудолюбивые, целеустремленные, там какие-то даже не целеустремленные, просто трудолюбивые не бездельники. Это самое низшее слой общества в современном капиталистическом мире. И там не хочется быть. Там можно оказаться, если будешь просто кодить, будешь ходить просто в офис и просто дисциплинированно, с интересом заниматься программированием. Программировать лучше, писать лучше тесты, осваивать новые языки программирования. Ты будешь получать большое удовольствие, если труд для тебя это радость. Но ты будешь в самом низу. Ты не будешь тимлидом, ты не будешь директором, ты не будешь бизнесменом. Ты будешь самым бедным из всей вертикали. Для того, чтобы стать побогаче, ты должен остановить свое желание трудиться, его немножечко придавить, притушить и начать заниматься немного борьбой с людьми вокруг тебя, борьбой с системой, борьбой с социальными проявлениями самого разного толка. Так, дальше вопрос. Зачем юнит-тесты? Если их можно подобрать так, чтобы подходили к написанному коду, как они влияют тогда на отказоустойчивость? Вы подберете тесты, они будут подходить к коду. Вам кажется, зачем они нужны, если и код работает, и тесты работают. Но вы же на этом не останавливаетесь. Вы же дальше пойдете. Вы напишете что-то новое, вы внесете изменения в код. И вот тут тесты ваши скажут вам, внесли ли вы эти изменения правильно или нужно вернуться назад и подумать еще раз. Для этого они нужны. А если тестов нет, то вы не знаете в каждом следующем шаге, не сломали ли вы то, что вчера работало. Как вы будете проверять, что ваш веб-сайт, в котором десятки страниц или сотни страниц и сотни точек входа, по-прежнему работает так же, как он работал вчера, после того, как вы добавили к нему еще 3 новых страницы? Вы должны запустить веб-сайт, да, или как это сделать? Открыть опять все 50 страниц, пройти по всем точкам. Какой объем работы вы должны проделать? Удобнее же, чтобы тест сделал все эти действия, все манипуляции с сайтом за несколько секунд или минут. Мне кажется, это логично. Я не представляю, как можно без тестов. Какое количество ручного труда нужно проделывать каждый раз. И насколько это, насколько это нервировать должно программиста. Как это некомфортно так работать. Если ты постоянно не уверен в своих действиях. Ты постоянно должен себя проверять, причем в ручном режиме. Так, вопрос. Поменялось ли у меня отношение к Трампу? К Трампу? Да у меня не было никогда особо к нему какого-то отношения. Но я говорил вам много раз, что я не верю в субъективность или субъектность, как это говорят, в субъектность ни Трампа, ни Зеленского, ни Путина, никого из лидеров, которые видны нам и которые летают друг к другу навстречу и стоят перед микрофонами. Я не считаю, что это те люди, которые чем-то управляют. Это те люди, которые принимают решения. Это люди, которые озвучивают решения. Те люди, которым нравится быть на виду, которые готовы быть на виду, которые получают удовольствие от того, что вся их жизнь под микроскопом и личная, и какая угодно. Мы знаем имена всех родственников Трампа и знаем, какой у них у каждого размер ноги. Знаем все. Это явно не человек власти, явно не человек, который принимает решения. Поэтому как к нему обменяться мнением? Чего-то он сказал вчера, потом скажет сегодня. Надо смотреть на то, что за ним стоит, на те процессы даже, которые за ним стоят. Это даже могут быть не люди, это могут быть большие группы. И даже не всегда это... Не то, что не всегда людей, а не всегда можно
поименно назвать тех, кто за чем-то стоит. Так что не обращайте, резюмируя, не обращайте внимания на персоналии. Не считайте, что вам Трамп что-то сказал или Макрон вам что-то сказал. Это все равно, как считать, что радиоточка, висящая на стене, она вам что-то говорит. Это вот ведущий радио «Маяк», это он вам сказал, что завтра будут переговоры у Трампа с Зеленским. И вот какое мое отношение к ведущему, да, на радио «Маяк»? Давайте разберем. Вот сволочь, да, такое говорить, а как же можно? Вот этот ведущий мне очень не нравится. А вот вчера была девушка, она там говорила, что погода будет хорошая на Новый год. Вот этот совершенно другой человек. Да? Это явно, что человек достойный, честный, порядочный. Вот то же самое вы делаете, обсуждая Трампа. Вы обсуждаете ведущего на радио. Он ни при чем здесь. Он вам зачитывает новости. Дальше. Какие альтернативы для обхода блокировок можете порекомендовать в связи с последними новостями о протоколе VLES? Я даже не знаю, что такое протокол VLES. Плохо, у меня все хуже и хуже VPN работает. И что интересно, сейчас даже рекламировать VPN уже нельзя, да, нам запретили. Но какие-то темные времена постепенно приходят. У меня уже 3 VPN-сервера, и мне постоянно нужно переключаться между ними. И работает все хуже и хуже. Так что, не знаю, если совсем закроют, если я просто не смогу ходить на GitHub и не смогу открывать YouTube, тут встанет вопрос уже о том, где жить, в какой точке мира находиться. Если так будет, то это важная часть жизненного пакета. Да? Я люблю вкусно поесть, я люблю прогуляться по Арбату, и я люблю быстрый интернет в любую точку мира. Если это у меня заберут, то... Так, дальше. Это мы обсуждали. Нет код-ревью на проекте. Каждый коммитит, что хочет. А потом ко мне приходит менеджер и говорит, надо исправить, так как я больше всех разбираюсь. Надоело. Роман пишет. Роману надоело. Я вас понимаю, но тут увольняться надо. Если вы не можете повлиять никак на ситуацию, если вы не можете закрыть мастер-бранч от изменений, если вы не можете внедрить систему код-ревью, если у вас нет pull-реквестов и все коммитят, что хотят, то либо увольняться, либо саботируйте. Вот вы говорите, больше всех разбираетесь. Начинайте делать вид, что вы не разбираетесь. Вам дают задачу, а вы делаете долго, говорите, я не понимаю, не могу разобраться. Время идет, не могу разобраться. День, второй, третий. В итоге менеджер, он же не понимает, как программировать. Он с вас слезет, он пойдет другому задачу даст. Сначала он будет немножко возмущаться, говорить, как же так, вчера вы могли, сегодня не можете. Но в итоге он отойдет и будет искать решение. Либо продолжайте говорить ему о том, что так случается, потому что вы меня не слушали, вы не делаете, как я говорю, вы не внедряете код-ревью. Может быть, он прислушается. Вообще, эта ситуация очень типичная, то, что вы описываете. И я просто не понимаю, зачем вы работаете в таких условиях. Какой в этом смысл? Зачем вы там сделали вид, что вы разбираетесь лучше всех? Вам за это доплатили, вам за это вы как-то душой с этой компанией. Если так, тогда вы бы внедрили уже код-ревью. То есть вы такой мальчик для битья. И это, опять же, может быть, вы тот самый пролетарий, который любит трудиться, и вы на самом дне цепочки пищевой, в самом низу иерархии. Тогда вот терпите. Так. Дальше вопрос Юрий задает. Вы говорите, что тимбилдинги, так звучит вопрос, игровые комнаты в офисе и так далее мешают разработке. Но как крупнейшие компании Netflix, Яндекс, Google, Сбер эффективны, если именно они заразили этим индустрию? Еще раз говорю, эффективны. Мы должны понимать, что эффективность, которую мы считаем эффективностью, это текущая эффективность, которую мы видим. То есть возьмите паровоз на угольной тяге и переместитесь в начало прошлого века. Вам любой инженер скажет, что паровозы это очень эффективные средства передвижения. Да, у них КПД там 3%. То есть он сжигает угля на
100 киловатт, а колеса крутят всего пару киловатт. Ну, такая у нас вот такие паровозы, такая у нас такой КПД. Они же не видели автомобиль Тесла, они не видели автомобиль Мерседес, они не летали никогда на самолетах. Они знают угольные паровозы на угольной тяге. Вот это наше современное состояние менеджмента. Тот же Сбер, Яндекс и Google. Это все паровозы на угольной тяге. Да, они едут, да, Сбер чего-то кодит, да, но он кодит сотни людей то, что могли закодить трое. И да, чтобы эти 100 человек кодили, им нужно дать комнаты игровые, им нужно поставить смузи-автоматы, им нужно нагрузить их тимбилдингами. Ну, так же, как и с паровозом. Да, его нужно углем заправлять, с ним нужно техобслуживание, печки проводить, нужно кочегар там должен внутри стоять. Все это нужно, безусловно. Но давайте придумаем следующий шаг. Давайте пойдем дальше в менеджменте. Уберем паровозы, и появятся у нас электромобили. Но нет, нам рассказывают, что паровоз это лучшее средство передвижения, пускай у него низкий КПД, но мы же едем. Конечно, вы едете, но с какой скоростью? Ну, зайдите в офис кодеров, сидит 100 человек, ну и посмотрите, какой от них выхлоп, сколько они кодят, какой от них объем contribution. А потом возьмите одного кодера, который сам лично делает какой-то open source инструмент. Он за день делает больше, чем вся эта толпа бездельников за неделю. Дальше. Чем плох Linux, у меня спрашивают. Ничем не плох, просто железа к нему нет. Вот в этом проблема. Возьмите компьютер, лаптоп, возьмите Huawei и поставьте на него хороший лаптоп, между прочим, технически качественный продукт, как железо, и поставьте на него Linux. У вас наушники работать не будут, у вас не будет какая-то там музыка играть, у вас что-то мышка не так двигаться будет, у вас что-то где-то как-то, что-то не будет работать. Принтер вы не подключите. У вас будет целый набор каких-то сложностей. Вот этим плох Linux, потому что его не собирали вместе с Huawei. Huawei сделал железку, а Linux сделали open source девелоперы. Но интеграции не произошло. А Apple эту интеграцию сделал в 90-х годах. И мы на этой прекрасной интеграции живем и радуемся. Наконец-то, если кто-нибудь сделает, как я выше сказал, может быть, Сбербук или Яндекс.Бук, сделают такую интеграцию, это будет подарок всем программистам. Так, вы говорите, что зависает. Мне кажется, сейчас должно все работать. Видно меня, слышно? Ну, вот такой у нас интернет через VPN, вы понимаете? Я не могу... Без VPN YouTube не принимает мой трафик. А через VPN вот мы подвисаем иногда. Ну, сори, я тут не могу ничем помочь. Он не отключается, мы продолжаем стримить, но может иногда висеть. Так, идем дальше. Так, вопрос следующий звучит так. Вы в прошлый раз, ставите ли вы себе среднесрочные и долгосрочные цели? Если нет, то как получается добиваться чего-либо и развиваться? Я стараюсь себе цели не ставить. Когда-то, когда был помоложе, ставил, записывал, планы строил, рисовал, как к целям я смогу прийти. Со временем понял, что это только отвлекает от дела и не помогает совершенно. Ты постоянно имеешь некие разочарования. Ты нарисовал план, прошел месяц, ничего не сбылось. Или многое не сбылось. Опять нарисовал план, еще на год написал, тоже многое не сбылось. И ты просто понимаешь, что должно быть намерение, а не планы. Должно быть общее устремление, общее понимание, что нравится делать, в какую сторону нравится грести. А уже по ситуации посмотрим каждый день, что делать в этом направлении. Что было бы выгоднее делать в ту или иную сторону. Так, дальше.
В прошлый раз вы рассуждали о семье как способе закрыть потребности. Как с этой точки зрения смотрите на однополые отношения? Функционально это то же самое? Вопросительный знак. Да, это, я думаю, ну, если у кого-то к этому страсть, то он точно так же строит себе семью, только однополую. Тут большой разницы я не вижу. Однополую или кто-то строит себе там втроем семью можно построить, и тоже вы же такой вопрос не задаете, кто-то же может быть и втроем может жить, и тоже для него это семья, там мальчик, девочка, девочка или три девочки, или как угодно. То есть всегда это такое группировка в малые социальные структуры происходит потому, что людям выгодно обменяться чем-то, что у меня есть, а у тебя нет, а у тебя что-то другое, чего у меня нет. Это все одно и то же. Так, тут я не понял. Меня просят дать рекомендации по его использованию. Кого его, я не понял. Так, тут говорят, у меня много друзей-разработчиков, которых сократили. У них много лет опыта, но они месяцами не могут найти работу. Вот расскажите мне, вот вы, Михаил, у вас много друзей, которых сократили. Как их могли сократить? У нас в России, я думаю, что вы из России, поскольку задаете вопрос на русском языке, у нас в России есть трудовой кодекс, по которому сократить человека без его желания невозможно. То есть к вашим друзьям пришли HR и сказали, а давайте мы вас сократим, но при этом выплатим вам 3 зарплаты, и вы сами отсюда свалите. И ваши друзья, будучи жадными до денег, сказали, конечно, конечно, давайте деньги, я пошел, я найду себе работу, я умный, я пойду на Хахару и там все найду. Он пошел, ему дали эти отступные, он не нашел, и теперь он приходит на стрим и рассказывает мне, что я же работу не могу найти. А кто тебе виноват? Зачем ты подписывал документы? Сидел бы там, где ты сидел. Сказал бы этому HR, я никуда не уйду, не надо меня сокращать, не нужно мне платить эти отступные. Я буду у вас тут сидеть, пока вы не обанкротитесь вместе со мной. И не было бы сокращений. Сами программеры идут на сокращение, они сами подписывают документы. Никто вас насильно не выгоняет. Сколько здесь, вот можем голосовалку сейчас открыть и спросить, сколько человек когда-либо были уволены насильно, так, чтобы они сопротивлялись, а им бы написали в трудовой книжке «уволен по несоответствию занимаемой должности». Негодный программист, не умеет на Java программировать. Нет таких случаев. Это единицы на тысячи других примеров. Вы сами уходите. Берете деньги и убегаете. Думаете, что вы такие талантливые, вы найдете новую работу. Вот получайте. Рынок вам показывает правду, что вы не талантливые, вы не найдете работу, и надо было сидеть там, где вы сидели. Так я отношусь вот к нытью подобного рода. Так, про ИИ опять вопрос. Так, вот еще вопрос. В Xerox имеет место быть системным аналитиком или нет? Спрашивают, нужно ли в модели управления Xerox нужны ли системные аналитики? И дальше условно по той же системе им платить за каждое ТЗ для разработчика, или это избыточно? Любой contribution в проект, будь то системный аналитик, будь то database дизайнер, будь то тестировщик, будь то кодер, будь то даже архитектор, будь то кто угодно, должен вносить свой, как по-английски, tangible, или ощутимый, или вещественный вклад в проект. То есть мы не платим никогда за «я работал». Я целый день работал, за это мы не платим. И неважно, как вы объясняете свою работу, как вы нам не рассказываете, как вы замечательно работали, вы должны прислать pull request, вы должны прислать изменения в наши артефакты. Если вы кодер, то вы пришлете изменения в код. Если вы тестер, вы пришлете баг-репорт. Если вы целый день тестили, я тестер, я целый день тестировал. 0 тебе долларов за это. Нам не нужно, чтобы ты целый день тестировал. Нам нужно, чтобы ты целый день присылал нам баг-репорты. И за них мы будем платить, за каждый из них. А не нашел ты ни одного бага за день, ну, ты бессмысленен для нашего проекта. 0 ты рублей заработал за этот день. Завтра, может быть, больше заработаешь. То же самое системный аналитик. Системный аналитик что делает? Он изучает потребности рынка, клиента, пользователя и вносит изменения в документацию проекта. Например, в readme файл, или, например, в ТЗ, или, например, в вики-странички, которые описывают, как должен работать продукт. Если он за день внес 5 изменений в readme файл, поговорив с пользователями, то вот мы ему 5 умножить на
там на $100, $500 заплатим. На следующий день он ходил по офису, разговаривал с пользователями, изучал проект, но не внес никаких изменений в документацию, в артефакты проекта. 0 рублей, 0 копеек он заработал. И так можно любую роль перевести на такие рельсы. Только есть вклад в артефакты, мы платим. Нет вклада, нет работы. Когда вы перейдете в голове своей на такую модель оценки результатов работы человека во всех сферах внутри IT-проекта, то вы сразу увидите, кто чего стоит. И вы сами начнете вносить вклад, который будут видеть все. Вы перестанете работать, вы начнете производить. И КПД у вас начнет повышаться. Вы не паровозом на угольной тяге станете, а электромобилем. Дальше. Вопрос звучит так. Здравствуйте, Егор. Мне 17 лет. Я в начале своего пути. 1,5 года изучаю Python. Уже 5 месяцев работаю джуниор-программистом на одной низкофинансированной каторге. Что можете посоветовать для развития? Вы должны, опять же, формулу «изучаю Python» исключить из своего лексикона. Не нужно изучать Python. Вы должны что-то создавать. 17 вам лет при этом, 12 вам лет при этом или 67. Мне когда было 12 лет, я писал свою игру компьютерную. Я начал свой компьютерный путь с написания компьютерной игры. Мне хотелось сделать свою игру. Я не изучал язык Turbo Pascal. Я не изучал язык Basic. Такой задачи передо мной не стояло. Задача была сделать игру, в которую можно было бы играть на этих допотопных компьютерах, которые были в то время. И это меня двигало вперед, и мне было очень интересно. Мне не нужно было ни у кого спрашивать, что мне посоветуете для развития. Я задавал вопросы, какую книгу прочесть о том, как делаются игры. Какой бы компьютер еще найти, который бы быстрее мою игру выполнял. Как бы мне узнать, как компьютер устроен? Вот такие у меня были вопросы. А вопрос о том, что мы для развития, не было задачи развиваться, была задача сделать игру. Так же и у вас. Перестаньте изучать Python. Придумайте в свои 17 лет, найдите себе цель, к которой вы хотите идти. Продукт, который вы хотите создать. А то, что вы на этой каторге находитесь, мы все на каких-то каторгах. Вы думаете, я прям в раю нахожусь? Я тоже своего рода, условно, на каторге. Пускай эта каторга моя, она, конечно, лучше значительно, чем ваша каторга, поскольку нам платят по-разному, мне и вам. Но это все равно работа по найму, это все равно приход в офис, это все равно сидение в этих кубиках, это все равно, все это офисное рабство. Оно, безусловно, у всех одинаковое. И у вас оно будет такое же еще 30 лет дальше, всей вашей карьеры. Успокойтесь на этот счет, не напрягайтесь. Так будет, пока вы не станете очень богатым, или точнее не очень богатым, а очень востребованным, очень успешным. То ли в программировании, то ли в бизнесе. Но пока воспринимайте это просто как ситуацию, в которой вы находитесь. Я вам уже приводил пример, по-моему, на прошлом стриме. Владимир Ильич Ленин, пока готовил революцию мировую, он работал юристом. И помогал каким-то крестьянам решать какие-то свои юридические сделки, какие-то свои тяжбы в суде, какие-то подготавливать документы, чтобы какую-то лошадь отсудить. То есть просто обычным юристом. Ему нужно было зарабатывать деньги. А делал он мировую революцию и сделал. Вы-то не он, вы же не революцию делаете. У вас попроще-то задачи. И чего ноете-то? На каторге вы, и хорошо. Кормят же вас. Вы же ни с голоду не умираете. Вы же на панель не идете, как в 90-е годы шли большая часть женщин страны молодого возраста. Вы в себе более-менее нормально себя чувствуете. Есть что поесть, есть где спать. Занимайтесь созданием вашего продукта. Придумайте, что это за продукт будет. И вкладывайте в него все усилия. Так, вопрос. Приходилось ли вам, спрашивают меня, документировать программы по российским государственным стандартам? Как вы относитесь к стандартам документации в целом? Плохо, и особенно к государственным стандартам. Я понимаю, что это давно и безнадежно устаревшая практика, устаревшие форматы. Я студентов, когда учу в высшей школе экономики, у них там их факультет и деканат заставляют оформлять отчеты по ГОСТам,
по ГОСТам, которым уже, не знаю, 60-70 лет. Это страницы с рамочками, в рамках внизу подписи, все на русском языке, по тем шрифтам, которые в ГОСТах. Я не против стандартизации. Более того, я за унификацию, стандартизацию и визуальную красоту документа. Но ГОСТы устарели, их не нужно использовать для технической документации в IT-сфере. Давно уже Markdown везде. Какие ГОСТы? Мы используем Markdown для документов, а не Word с его рамками вокруг страницы. Ну, так. Вы говорили, что если бы завели блог в 17 лет, сейчас бы была другая жизнь. Что бы вы туда писали, если у вас не было опыта ни программирования, ни жизни? Ну, вы знаете, у меня в 17 лет был опыт и жизни, и программирования. У меня было что сказать, и я же что-то говорил, я кому-то говорил. И вот наш зритель, которому 17 лет, который на каторге работает, он же тоже имеет что сказать. И наверняка он мог бы рассказать, почему он думает, что это каторга. Он же как-то сформулировал мысль свою, значит, сообразил, что это каторга. Он для этого что-то прочитал, он для этого с чем-то сравнил. Взял бы, написал. Это было бы интересно. А через 20 лет прочитать, что ты думал, когда тебе было 17, а тебе уже 37, это очень интересно. Я вас всех призываю к тому, чтобы вести некий такой электронный протокол, электронный журнал своих мыслей. Но при условии, что у вас есть умение их формулировать и есть о чем говорить. А это может провериться только путем публикации первых статей и наблюдения за реакцией аудитории. Если реакция есть, и она не нулевая, пускай она отрицательная, пускай она негативная, но она не нулевая, тогда продолжайте. Но если аудитория не реагирует, ей не интересно то, что вы пишете, то, наверное, можно сворачивать и не заниматься ерундой. Если вы, я вам так скажу, если вы пишете что-то интересное, ведете свой телеграм-канал, или у вас есть свой блог, и вы хотите его промоутить, и вам нужны читатели, напишите мне. Я какие-то имею ресурсы, какой-то телеграм, какой-то вот YouTube. Я вам дам рекламу. Если мне понравится то, что вы пишете. Если вы ведете телеграм-канал, в котором интересные мысли, вы хорошо их формулируете, вы хорошо оформляете, вы дисциплинированно его ведете, и там есть что почитать, я с удовольствием дам ему рекламу у себя в телеграм-канале, и вы получите несколько сотен подписчиков буквально за пару дней. Вот вам будет хороший старт, а дальше посмотрите. Если они от вас отпишутся в течение месяца, ну, значит, вот такая ваша цена, и перестаньте этим заниматься. Так, дальше. Сори, немножко проскочил. Заплатите мне зарплату, пишет человек. Вот это самый лучший комментарий. Так, ну вот еще про Xerocracy вопрос. Как мы решаем такую проблему? Проблема описана так. Заказчик не принимает задачи от разработчиков. Разработчики делают одну и ту же задачу, и при этом вознаграждение получает тот, кто быстрее успел сдать. Как-то я вам рассказывал уже, что Xerocracy исходит из постулата или из аксиомы, что ли, что мы программируем с ошибками, неэффективно, бестолково и плохо понимаем друг друга. То есть мы в Xerocracy понимаем, что команда программистов и каждый из программистов это не идеальный производитель продукта, не идеальный. Он совершает ошибки, он путается, он пишет не то, он программирует не в ту сторону, он ломает архитектуру. Мы все это понимаем. Мы с этим, мы не пытаемся на это закрывать глаза. И считать, что если это случается, какая-то ошибка от программиста, то это трагедия для нас. Наоборот, мы говорим, пускай так будет. Но пускай размер ошибки будет стремиться к
ну не к нулю, но к очень малым цифрам. То есть вместо того, чтобы дать один раз большую задачу программисту, подождать, пока он все правильно сделает, потом сдать результат заказчику и получить деньги, скрестив пальцы и надеясь, что все будет хорошо, мы даем задачу 20 программистам. И они делают 30 мелких изменений, 30 мелких, 300 мелких pull-реквестов. Они все собираются в кучку. Один другого портит, один на другом сидит. Но поскольку их очень много, поскольку мы делаем эту работу инкрементально и много раз проходим по одному и тому же месту, видим ошибку, исправляем ее, принимаем, платим программисту за ошибку, потом просим его поправить, опять платим за исправление, опять он неправильно сделал, мы опять просим поправить, опять оплачиваем это. Но все эти оплаты, они незначительные по величине. Они микроплатежи. И поэтому в сумме все получается куда более предсказуемо, куда более надежно, чем в случае, когда один кодер весь месяц пишет, и потом мы надеемся, что он все правильно понял, и заказчик все примет. То есть можно сравнить Xerocracy с муравейником, где каждый муравей, если на него посмотреть в отдельности, совершает странные хаотичные движения, бежит в разные стороны, ходит по кругу, передвигает лапками совершенно не так, как нам бы хотелось. Они не строем ходят. Муравьи не строят муравейник так, как это делали бы, не знаю, строители под руководством прораба. Они все в разные стороны, но в итоге получается муравейник. Почему? Потому что в целом у всей системы есть намерение создать что-то на, сказать,